Привет, мои дорогие девочки! Сейчас мы с вами сделаем такую болталку для тех, кого используют мужики. Точнее, как используют. Вы с ним встретились, вы с ним, например, даже переспали, и вдруг он исчезает. Потом проходит 2 недели или неделя, ну, скорее всего, там 2, даже и больше. Он появляется опять вы с ним хорошо проводите время, и опять он исчезает, да. И уже это становится какой-то периодикой, да. Вроде бы и не бросает, и в то же время вот реально выстраивает такое отношение к вам, заехать, хорошо провести время и потом заниматься опять своими делами, да. И многие, например, девочки оправдывают, вот у него много работы, вот там у него, например, другая семья или еще что-нибудь, да, ну всякое бывает. Но мы сейчас будем бороться именно с этими мужиками, которые назначают нам свидание, да, свидание с какой-то такой конкретной периодичностью, да, ничего, в принципе, не развивая эти дальше отношения никак, а просто захаживают. И вот сейчас такой вот конкретный пример, который был у моей подруги. Она была страшно влюблена в парня, который как раз-таки к ней так и приходил. Он созванивался с ней, и причем, знаете, как созванивался? Он ей говорил, точнее, все время писал смс-ку «Ку-ку». То есть это значило, что он хочет с ней пообщаться, она бросалась к нему навстречу, потому что ей было приятно с ним проводить время. В результате они болтали, потом, конечно же, выпивали, у них было продолжение постельное, а потом он собирался, уходил, пропадал на многое время, да, и сделал эти такие отношения временными, то есть просто с ней прийти, скоротать свое время. Причем у него этих других девушек было тоже очень много. Она уже понимала, что она у него не одна. Очень неприятная история, да. А сейчас мы с вами, если вы влезли в вот такие вот отношения, когда мужчина приходит к вам с бутылочкой, да, даже или не просто приходит с бутылочкой, ну вот так вот иногда звонит вам, вы с ним проводите время, да, а потом он пытается уйти от любых каких-то серьезных отношений с вами и так вот на легонце. Вроде бы и вас-то не бросает, да, и в то же время потом вы начинаете смиряться с этими отношениями такими, да. Сейчас я расскажу вам один метод борьбы вот с такими вот захоженцами, да, и как их можно исправить и перенаправить. Не на каждого это сработает, потому что тут надо еще учитывать такие индивидуальные, да, особенности. Может, он реально решил, что ему с вами хорошо, но, допустим, некоторых останавливает, что есть ребенок. А некоторые, например, понимают, что ему с вами хорошо, но есть много каких-то «но». Да? Эти «но» можно вычислять в ваших там послепостельных, например, разговорах. Да? Но ладно, мы сейчас не об этом. Мы сейчас будем с вами исправлять эту ситуацию для того, чтобы сделать его охотником на вас, даже вот в такой ситуации, когда он уже просто использует вас ради этого того же секса, да. Так, первое, девочки, надо помешать его планам, да. И иногда это кажется, ой, некоторые вот девочки боятся, причем не то, что некоторые, да, когда парень, мужчина вам очень сильно нравится, вы хотите с ним провести время, да, вы даже живете тем, чтобы просто с ним встретиться и это время провести. Но тут иногда надо все-таки сделать несколько шагов назад от этого мужчины для того, чтобы он к вам же и опять и потянулся. А это будет намного приятнее. Первый способ, девочки, помешать его планам. Вот, например, запланировал он с вами провести время, да, то есть ни с того ни с сего даже, да, и либо за несколько дней, все зависит от того, как он планирует это у себя в планинге, в ежедневнике, да, и у себя в мыслях. Он планирует, так, сегодня я буду заниматься этим, завтра этим, послезавтра встречусь с Машей. Ну, допустим, распланировал уже вас, да, где-то. Так вот, девочки, когда он так вас уже планирует, да, он на 100% уверен, и он прекрасно понимает, что он вам очень сильно нравится, и то, что вы не откажетесь с ним провести это время, да.
и он начинает вас использовать. Так вот, надо сделать тут несколько шагов назад от него, да, как бы вам это, например, не хотелось, но это, в принципе, во многом вам потом с ним даже поможет разобраться. Просто даже ради эксперимента сделайте так, да. Очень вежливо, корректно, даже вот с нотками вот этого флирта своего с ним, да, но мешать его планам. То есть, когда он вам пишет, давай встретимся с тобой, да, или звонит вам, давай с тобой встретимся, первое, что надо сделать, либо с первого раза трубку не поднять. Я, например, себя иногда тоже воспитывала такими методами. Я себе делала установку. Я подниму трубку только с третьего раза. Вот 3 раза позвонит, значит, я нужна этому человеку. Он хочет, он добивается, пусть работает, да. И я вам так скажу, мужчина, он все равно был этим заинтригован. Некоторые могут обижаться. Если вы видите, что мужчина такой вот обидчивый, да, вы можете через несколько часов ему написать после звонка. Я была занята там, типа, что ты хотел, да. Он вам пишет, да, давай с тобой встретимся, например, в пятницу, да, или завтра, да когда угодно. Пишет. Вы ему отвечаете, можете написать, я сейчас занята, я не могу говорить. После этого не звоните ему ничего. То есть вы заняты были, пусть он уже думает, забыли вы перезвонить, либо у вас деньги кончились на телефоне, либо еще что-нибудь, да. Он по-любому, так как он вас уже запланировал, да, он все равно будет вот это просекать. За этим будет наблюдать, да, почему это вы не перезвонили. То есть пишите ему, я сейчас занята, не могу говорить. Других слов не пишите, потому что если вы будете оправдываться, да, либо будете писать, я сейчас занята, не могу говорить, потому что я на работе, либо потому что я там ребенка спать укладываю, либо потому что то, или пятое, или десятое, да. Когда вы будете оправдываться, это будет значить, что он потом будет ждать, чтобы вы ему перезвонили и назначили это время, да. Не отчитывайтесь вообще ни разу, никак ни разу не отчитывайтесь перед мужчиной, почему вы заняты, да. Если вы заняты, значит заняты. И волновать его не должно. Он же перед вами не отчитывается, где он эти 2 недели, например, пропадал, да. И вы должны выдумывать еще, что ему такого написать, чтобы он вам там что-то сказал. Пан, да, нашелся. Нет, девочки, не отчитываемся. Просто пишем. Я сейчас занята, не могу говорить. То есть пусть он уже думает, когда вы сможете с ним поговорить, почему вы ему не перезвонили. И все равно, так как вы для него, как говорится, жертва, он охотник, он все равно даже через день, через 2, через неделю он вам это вспомнит, да? А вы знаете, что делаете в этом случае? Потом тоже не оправдываясь, да, просто говорит, да, точно, я же, как бы очень была занята, у меня была очень серьезная проблема, я не могла перезвонить, ла-ла-ла, тополя, но я хотела, потом у меня деньги кончились. Сказочки, девочки, сказочки. Для сказочника тоже рассказываем сказки братьев Гримм, да. Потом можете дальше говорить так. Например, он вам опять назначает свидание. Ну что, может, встретимся сегодня? Там, или завтра, или послезавтра, да? Вы можете написать ему, давай попозже. То есть не говоря никакой конкретный день, да? Не отвечая на его какие-то вопросы о этом свидании, которое он хочет с вами провести. Просто говорите, давай попозже. Какое это попозже, да? Пусть он сам думает. Послезавтра, через 3 часа, через 5 часов. Просто игнорьте, да? Попозже и все. Дальше. Когда вы не говорите когда, но даете надежду мужику, мужик начинает об этом думать, но вы уже в его этот план не укладываетесь, понимаете? Вы уже не просто такая пешка на его шахматном поле, вы для него уже что-то такое неизвестное, которое может по этому полю перемещаться, да? И если пешка делает один шаг и конкретный, и только вперед, то представьте, что вы уже для него неизвестная фигура, и вы можете, как слон, буквой «Г» поступить с ними, да?
вы можете как ферзь быть, можете слон быть, какой-то другой фигурой, которая ходит не так, как пешка, и сразу первые 10 минут не отвечает, а во-вторых, она не дает конкретно мужчине знать, когда он может ее поиметь. Понимаете, у него в голове цель такая, у него цель провести с вами время, бла-бла-бла, например, еще выпить что-нибудь и, конечно же, с вами переспать. Понимаете? Для него это основная точка. Либо он сейчас это хочет, либо он вас планирует там плюс-минус 2-3 дня, да, либо, если это вообще женатик, он вообще начинает там подготовительные какие-то эти, чтобы жене сказать, что он на рыбалку по определенным дням вас планирует, да, то это вообще, конечно. И потому, девочки, делаем самое первое и самое важное, делаем так, чтобы он не мог вас планировать, но он продолжал вас хотеть. Понимаете? То есть он понимает, что с вами где-то секс возможен, а когда именно, хрен пойми, да? И именно это зависит от вас. Вот так вы на свою сторону его переведете, и он будет думать, понимаете? Он уже не о своих планах будет думать, когда же вас там запланировать, в какой день Марусю мою запланировать. Он уже будет знать, что у него есть Маруся, но он не может вас запланировать, потому что не знает, когда вы согласитесь. И вот это, девочки, самая главная вот ошибка, да, когда вы ему даете вот себя полностью знать, когда вы можете, что вы можете даже за часа-два собраться и все равно с ним пойти, потому что вам скучно, да, или он реально знает, чем вы там занимаетесь, и он, конечно, будет уже планировать так, когда ему удобно. Так что, девочки, первым делом делаем, пишем: я сейчас занята, не могу говорить, либо давай попозже, да. То есть никогда не оправдываемся. И вот после вот этих коротких сообщений, понимаете, вы когда напишете короткое сообщение, он будет знать, у него времени не было даже мне написать, да, она не оправдывается, она не чувствует себя виноватой, да, и вы выпадаете с его вот этого вот плана. Даже если у вас вот эта вот первая встреча не получится, да, он все равно будет искать способы для того, он может вам через 3 дня перезвонить, да, и спросить то же самое. Ну, можете тогда уже согласиться, да, но главное с первого раза не вестись, чтобы он не мог вас планировать, реально, чтобы даже вот у вас произошла 2-я, 3-я, 10-я встреча, но чтобы он следующую встречу с вами не мог запланировать. Когда он ее не планирует, он думает не о том, в котором часу он вас, извините, поимеет, да, он будет о том, думать, что как бы вас поймать, чтобы вас поиметь, понимаете? И у него врубается этот охотник. Когда мужчина на женщину охотится, она для него становится ценна, да? Он следит за ее поведением, он чаще заходит на вашу страничку, да? Он думает, когда бы вам позвонить и чтобы такое вот сделать, чтобы вы согласились. Кстати, метод 100% работающий. Вот знаете, когда мужчина планирует женщину, да, именно тогда, когда он примерно представляет, что вот она свободна, и она всегда безотказная, и когда он видит, что вы к нему очень сильно не безразличны, да, и что вы по первому его щелчку побежите. Девочки, по первому щелчку не бежим и не оправдываемся за свои вот эти вот шаги. Это проверено, я не знаю уже какими способами, и у разных людей, да. Дальше. Есть такой один момент. Некоторые мужчины, после того, как вы его пару раз так подинамите, да, и он не будет знать, как вас запланировать, он будет испытывать злость. Он будет испытывать злость от того, что он не может вас запланировать, и что вы вводите его за нос. Реально он будет так чувствовать. И когда вот у вас случится вот эта вот встреча, вы вот поддержали так, да, он за вами погонялся, первое, что он сделает, он вас, конечно же, будем говорить своими словами, да, поимеет, и потом еще и попытается вам отомстить. Либо как раз в этот же вечер потом вам и высказать вот свое фе.
по этому поводу, что вы, как это так, вы заставили его там за вами бегать, да. И вот, кстати, вот это как раз-таки вот эту вот соль, которую вы возьмете потом, да, отпарите вот эту вот мочу в его голове, получится, что он вам, высказывая это, да, покажет свое отношение к вам. Если он будет психовать, да, или как-нибудь иронично, с сарказмом обсуждать вот это то, что вы там его где-то динамили, что поиграться со мной хотела там или еще что-нибудь, ну, показывать со всех сторон, что он такой вот герой, да. И это как раз-таки показывало то, что он вас планировал в определенные какие-то дни, и, в принципе, знаете, вы просто выбились с его колеи и заставили его побегать да попотеть, понимаете, даже мысленно. Все равно, девочки, также дальше и продолжаем. Вежливо, нежно, мур-мур-мур, мой хороший, дорогой, да, но никогда не даем мужчине себя планировать, да. Дальше, еще такие моменты есть. Когда мужчина вот все равно к вам так вот приезжает, все это все равно надо делать, кстати, вот так тонко и ненавязчиво, как будто, если он заметит, что вы это делаете специально, да, и нарочито как-то, да, он может вас раскусить, да, и вот такой не особо приятный момент будет. Может мстить, кстати, за это. Но если это делается так вот, как бы смотреть на него такими оленями глазками, порхать ресницами, да, может и проканает, как говорится, эта тема. Дальше, девочки, планировать не разрешаем даже секс сам. То есть мужчина знает, что вас можно поиметь. То есть даже если вы там не соглашаетесь вот на встрече, как мы с вами сейчас раньше обсудили. Второй момент, да, надо его отучивать от того, что он приехал, секс, приехал, секс, приехал, секс. От этого отучиваем тоже потихоньку. Но такими вот методами, да, вливаниями в свою жизнь. Не то, что там в квартиру к себе привели его, да, нет. Во-первых, самый простой способ, да, даже если вам этот секс именно с ним и интересен, да, меняйте расположение. То есть, чтобы он не думал, что именно приехав к вам, ну, он приехал к вам, вы позанимались сексом, он уехал. И так все время, раз там в неделю, в 2 недели, в месяц, там в 2 месяца он может так вот приезжать. Сегодня у себя, в следующий раз говорите, ты знаешь, ко мне там бабушка приехала, а я очень хочу, да. Но это не по телефону, а уже прямо на встрече. То есть вы соглашаетесь на встречу с ним вместе, да. Он к вам подъезжает, пофиг на чем, на автобусе, на своей тачке, да. Вы выходите, вы говорите, хорошо, я сейчас спущусь. То есть он не думает, как это, я к ней приехал уже в чистых трусах для того, чтобы прийти к ней домой и позаниматься с ней сексом, да. А вы говорите, я сейчас спущусь. Спускаетесь и говорите, ты знаешь, у меня там тетя приехала, давай с тобой в другом месте, да. И вы можете поменять уже дислокацию. Он уже вынужден будет, так как вы встретились, да, либо вести вас к себе, либо снимать гостиницу, да, квартиру снимать, либо в машине, да, или на природе, или где угодно. То есть вы его так отучаете именно от того места, где вы обычно этим занимаетесь, да. И еще такой момент, кстати, если, девочки, есть такой момент, да, мужчина может звонить, вот, кстати, многие так, типа, приезжай ко мне, давай весело проведем время, да. И очень часто, кстати, девочки едут к парням сами едут на этот вот секс, да. Но тут мужчину надо тоже приучать. Не то, что вы ему звонить в дверь будете, да. Вот, кстати, многие вот девочки пошли вперед, они, например, вызови мне такси, да, и такси приезжает. Но мужчина должен вас встречать, понимаете? Выходить в тапочках и встречать. И даже не сколько у подъезда, да, а немножко дальше, на углу дома. Таинственности какой-то напустите, да. Выйди меня, пожалуйста, встреть. Или там
я запуталась. Ну, вот что-нибудь такое вот придумать, чтобы его с этой вот квартиры доставать, чтобы вы не захотели на секс, прямо ему в дверь не звонили, вот как, знаете, как, вот он позвонил, девочка приехала. Ну, если честно, да, у мужчины это формирует ленивое к вам отношение. Да? Ну, не приехали вы к нему, ну, не смогли, ну, и ладно, там, но он все равно лапой даже не почешет ничего. Потому надо его заставлять выходить из подъезда, выходить из дома, да, обходить дом в поисках даже вас. Ну, вот, заставлять его. И желательно, вот, если у вас некуда его привести, да, и у него даже нету машины, и он предлагает вам у себя, у него, и это уже становится периодически, что вы ездите, он позвонил, вы собрались, поехала. Вы же тоже человек, вы же тоже хотите хорошо время провести, да, вы тоже хотите этого банального секса, да, но мужчину надо заставлять что-то сделать, да, даже просто вот банально скажите: хорошо, я приеду, купи, пожалуйста, бутылку вина, там еще что-нибудь или еще что-нибудь, для того, чтобы перед тем, как он с вами встретился, он производил какие-то действия ради вас. Хотя бы ходил в магазин, да, хотя бы там еще бутылку вина, это, знаете, для многих, в принципе, фигня, да, можно. Но, девочки, многие и так ездят без ничего, приезжают к мужчине. Мужчина может и заготавливать это заранее, у него стояло дома. А вы все равно скажете: а что у тебя есть? И вино есть? Какое? Красное? Ты знаешь, у меня на красную очень изжога. Ты не мог бы купить сейчас белого? И я как раз подъеду, да? Пусть этот мужчина в трусах и тапках, как говорится, выходит и покупает вам то, что вы хотите. Понимаете? То есть мужчина все равно думает, что вы ему даете, да? Это все равно правило какое-то, что женщина дает. Так если женщина дает ему себя, то он должен выполнить какие-то определенные действия, да? Лучше всего вот эти вот цветами приучать мужчину дарить вам цветы. Но есть такие мужчины, которые цветы вообще никак не хотят дарить, да, ни в какую. Но раз, ладно, бог с теми цветами, что-нибудь другое просите. Мелочь тут, мелочь здесь, да. Одолжите у него денег. Вот просто одолжите. Ты знаешь, я у тебя переночую, но завтра я собираюсь, когда вы приехали уже, да, то есть не с дома, а когда... Ты знаешь, я забыла карточку дома, но я собиралась завтра ехать покупать себе косметику, там, то-то и то там не надо. Ну, такое, не сильно ему дорогое, говорите, да. Я забыла или мне не хватает, ты не мог бы мне дать денег? Если это что-нибудь уже посерьезнее вы просите, да, попросите одолжить, потому что я с собой забыла взять ту карточку, на которой есть деньги. То есть они у вас есть, но у вас сейчас нету, да. И когда вы даже у мужчины одолжите, понимаете, он все равно будет подсознательно думать об этом, отдаст она или не отдаст. И все-таки, когда вы в первый раз у него в долг попросили, да, через какое-то время все-таки этот долг верните. Потому что для некоторых мужчин это принципиально. Я ей дал в долг, она не отдала. Значит, я с ней не буду. Ну, вот у них есть такое. Так что лучше вот первый долг, главное, мужчине отдать. Все остальные можно не отдавать. Так. Дальше, когда мужчина приезжает к вам, например, точка сбора у вас, либо он заезжает за вами на машине, и там происходит это в машине, либо где-нибудь на съемной квартире, да, надо поменять тоже ситуацию, чтобы он это не планировал, чтобы он вдруг приехал за сексом, а секса он не получит. Вы можете взять с собой свою проверенную подругу, да, то есть, милый, ты хочешь встретиться? Окей, да, когда он же не будет конкретно говорить, а мужчины же они хитрые, они же конкретно не говорят, да, про секс. Так вот, ты же конкретно не говорил, что ты ради секса, да, ну, как бы ко мне зашла Катя, и вот мы с ней вместе стоим. Возьмите себя и подругу возьмите, и встретитесь с ним, посидите в машине, съездите на кофе, в кафе, посидите троем. Даже если вы за себя будете платить, и за подругу будете платить, либо подруга за себя, вы все равно интересно с этим мужчиной, со своим проведете время, но это уже не будет запланированный секс,
где-то там в кустах, в машине, в квартире и все остальное. Вы хотите же, чтобы мужчина ходил с вами на свидание, да? Но он упорно идет с вами просто тихенько заниматься сексом. Так вот, его надо тут вот переделывать, и надо даже переделывать с помощью других людей, подключать других. Подругу, ну, скорее всего, это вот подругу взять с собой, да, и ему уже будет приятно, потому что хвост распушит, две дамы сидят, да, и с другой стороны, он не сможет вас, понимаете, он не сможет с вами заняться этим при посторонних людях, да, и потому он будет поддерживать эти беседы. Получится что? Свидание, получится уже что-то, что будет отличаться от того, что он себе планирует, как он планирует с вами проводить это время. Если не получается взять, например, с собой подругу, да, можно тоже. Звонит он вам, вы договорились о встрече, он за вами заезжает, да, либо вы, ну, хорошо, тут давайте вот такой момент рассмотрим, когда он за вами заезжает, да, он не за вами заезжает, он хочет приехать к вам, чтобы с вами там чем-то позаниматься, да, где бы вы ни были, или отвезти вас туда, где этим можно с вами заняться, да. Вы придумываете, девочки, можете договариваться с ним не в такие, например, в 12 часов, в час, в 2, в ночи, когда уже все закрыто, да. Можно договариваться с ним пораньше, например, встретиться, да. То есть обычно вы встречались там в 12 ночи, а вы встретитесь с ним, например, в 9 часов вечера, да. А если он будет говорить: ой, я не смогу, там, давай все-таки в 12. Ну, сейчас мы рассмотрим этот вариант. В общем, тяните его перед тем, как заниматься этим, даже в своей квартире, да, либо перед тем, как ехать к нему, пусть он меняет маршрут. То есть не тем маршрутом, как он обычно к вам едет, да, а вы говорите ему: ой, ты знаешь, я хотела заехать в магазин там сегодня или там позавчера присмотрела себе сумочку. И вот это, хочу ее себе купить. Ну или сумочку. Сейчас магазины, кстати, допоздна везде работают практически, да. Сказать ему какой-нибудь дальний магазин, пусть вас везет, правильно? Он хочет этого секса, но дело в том, что у вас есть дело, которое надо решить, и потом вы вместе с ним поедете, окей. Но едьте не по прямой с точки А до точки Б, да, а такой вот зюгмой или вот таким зигзагом едьте к нему. То есть заедьте в магазин, пусть он постоит, пождет вас, например, в той же машине, либо сходит с вами в магазины, повыбирает с вами эту одежку, посмотрит вас там в другом каком-нибудь платье, либо сумочку, либо какую-то даже мелочевку, брелок или чехол для мобильного телефона, да все что угодно, да. Или вам срочно надо там снять с банкомата деньги, а вот банкомат именно вот этого банка, чтобы не было процентов, или вам надо там что-то ввести, какой-нибудь секретный код. Да все что угодно можно придумать для того, чтобы не с точки А в точку Б ехать с ним, да. И не то, что он приехал, закрыл машину на ключ и пошел к вам, да, а для того, чтобы он приехал. А, ты уже приехал? Окей, подожди, я сейчас выйду. Вы выходите и говорите: там, Лёш, свози меня, пожалуйста, вон туда-то. У меня завтра там конкретное мероприятие, мне надо вот купить сумку. Ну, свози. Он должен вас повезти. А то, знаете, такие еще хитрые, кстати, есть. Некоторые на BMW есть. Вот, кстати, скажу. Это я сейчас про страны СНГ говорю. Есть такие БМВисты, особенно такие где-то в районе 20-35 лет, да, даже 40, у которых BMW, оно в обслуживании тяжелая машина, потому что, особенно если она как бы староватая уже, да, детали дорогие, он экономит на бензине, и у него хватает с точки А до точки Б доехать, да, и он может вам конючить именно по этому поводу. Ой, я не могу, у меня машина плохо работает, я только еле к тебе доехал, да. Вот это вот жадничество мужичье, да, тоже уже о многом говорит, да, то, что этот мужчина вам гвоздь не прибьет, да, все, что он, ну, на что он способен, это там где-то свои эти снимать. Но
надо выкручиваться, девочки. Из таких ситуаций тоже надо выкручиваться. И все равно делать так, что вы все-таки своих этих мужчин знаете. И вы можете вот сделать, проложить его маршрут зигзагом для того, чтобы съездить куда с ним еще, да, либо скажите, что мне надо передать пакет на ЖД вокзале кому-то, подождать этого поезда, который приходит в это время, ты не мог бы меня завести, посидите с ним на ЖД вокзале, чем не романтическое свидание, знаете, в зале ожидания, да, там какая-то такая романтика, кстати, есть, да, и для него это уже будет приключение, понимаете, он будет, опа, я с ней, я поехал к ней заниматься сексом, и какого-то фига я оказался с ней на ЖД вокзале. Ну, в общем, тут надо просто подумать, куда вы можете его перенаправить. Но, девочки, это все никогда не говорим это ему по телефону, чтобы он это не планировал. Это должно быть, знаете, так, сюрприз, сюрприз, дорогой. Так что вот, резюме. Вот когда вас мужики так пытаются использовать, и вот такой вот противный момент, да, когда он приезжает к вам именно как по расписанию, либо когда он может, да, вне зависимости от того, когда вы можете, вы прислушайтесь к девочке вот к этим советам. Вот это заставляет, вот эти вот, знаете, я занята, не могу говорить, или давай попозже, да, вот это выбивает мужчину из колеи, и он начинает за вами охотиться, да. А второй момент, который мы с вами описывали, как с ним встречаться, да, прийти не одной или там заехать с ним куда-то по делам, перед тем, как даже у вас этим заниматься, или вытаскивать мужчину из дома, это добавляет в ваши отношения все что угодно, что не касается именно его плана, да. И вот когда мужчина вот так вот помогает, это выводит его и даже из этого состояния зомбированного, когда он может вами пользоваться в определенное время, когда он захотел, да. От вас уже многое начинает зависеть. И когда от вас многое начинает зависеть, мужчина начинает все равно на вас охотиться. И он еще с вами получает другие эмоции, на которые он даже сам не рассчитывал. Да? Он, например, думал, о чем я с ней могу поговорить, или куда я ее могу повести. А вот эти вот стрессовые экстренные ситуации, когда мужик не думал, не планировал, да не гадал, да, они оставляют в его памяти новые такие пятна и отпечатки вашего нового времяпрепровождения с ним, да, незапланированные люди, незапланированные походы в магазины, в кафе там или еще что-то. Но это надо делать осторожно и именно в виде сюрприза, чтобы мужик был к этому не готов. И он начинает вот запоминать, у него в памяти начинает откладываться не просто там секс, да, именно, а у него начинают откладываются вот такие вот вспышки в памяти, когда он был с вами. Опа, я с ней был в магазине. Я никогда не думал, что я с этой девушкой буду в магазине. Она же у меня только по ночам для секса запланирована была. Понимаете? И вот эти вот вспышечки, да, сюрпризы, кстати, можете делать. Вот, кстати, как-нибудь его приятно удивляйте, да? Например, те же шарики. Он к вам с резиновыми кольцами приходит, я имею в виду презервативы, да, к примеру, да, приходит. И вы запланируете для него тоже шарики. Шарики стоят дешево, либо один шарик даже, да. Просто берете и дарите мужику шарик. Сегодня подарили шарик, на следующую встречу еще ему один шарик подарили, да. Например, какого-нибудь другого цвета. Вот это уже какой... А что ты мне даришь шарики? А что это такое, да? А не признавайтесь. А пусть он думает, что это за фигня такая. Понимаете, он о вас будет думать, и вы его внимание переключаете на себя и на свое даже какое-то такое нестандартное поведение и на нестандартные ситуации. Вот этим можно мужика переломить в свою сторону. Вот этим можно показать, что вы не просто там дырка для пихания, да, что вы не просто там любовница, что вы человек, что вы личность, да, что вы к нему хорошо относитесь. И то, что он еще и вам и помогать может, да, для мужика, даже мелочного, это все равно даже маленькая победа. Вот такое вот видео. Все хотела снять, записать. Сейчас выговорилась. Все, мои хорошие. Пока-пока.